А что бы вы съели, если бы это был последний ужин в вашей жизни? Сегодня я расскажу про то, чем успели полакомиться легендарные люди, прежде чем ушли в мир иной. От принцессы Дианы до Юрия Гагарина, от картофельных лепешек до целой кучи яиц. А в конце расскажу про странный рацион Стива Джобса, из-за которого, как считают многие врачи, он в итоге погиб, усугубив свою болезнь. И начну с настоящей мировой легенды. В 60-е годы Джон Леннон занял свое место среди 4 самых знаменитых музыкантов планеты, став ведущим голосом и автором хитов в легендарной группе The Beatles, которая покорила музыкальный мир. Когда в 1970 году группа прекратила существование, Леннон не остановился и продолжил радовать поклонников хитами вроде Imagine и Give Peace a Chance, начав свою успешную сольную карьеру. В середине 70-х он решил сделать паузу в музыке, чтобы посвятить время семье и воспитанию сына Шона. 8 декабря 1980 года, начав день с завтрака яичницы «Бенедикт» в уютном кафе рядом с домом и продолжив фотосессии для журнала Rolling Stone и радиоинтервью, где он радостно рассказывал о своем новом альбоме, который уже успел получить золотой статус, Леннон не подозревал о грядущей трагедии. Вечером, вернувшись домой, его жизнь оборвал Марк Чепман, выстрелив в музыканта у входа в его дом. 12 апреля 1961 года в 9:07 утра на космодроме Байконур началось покорение космоса человеком. Был дан старт корабля «Восток» с первым космонавтом на борту. Юрий Гагарин, произнеся свои знаменитые слова «Поехали!», отправился в исторический полет, который длился 108 минут. Полет сопровождался сложностями. Неполадки с тормозной системой вызвали кувыркание корабля в конце миссии, а после катапультирования Гагарин едва не задохнулся из-за задержки в открытии клапана воздуха в его скафандре. Несмотря на последующую всемирную славу, Юрий Гагарин мечтал вернуться к летной карьере и, возможно, снова отправиться в космос. Он даже начал подготовку к новой миссии, параллельно работая летчиком-испытателем. Но судьба распорядилась иначе. 27 марта 1968 года он перекусил в столовой, выбрав щи и котлету с картошкой, после чего отправился в свой последний полет. В начале 90-х Курт Кобейн, лидер группы Nirvana из Вашингтона, стал иконой рок-музыки на несколько поколений вперед. Их хиты смешали панк-металл с лирическими текстами, задав тон гитарной музыке десятилетия. В ресторанной сети «Кактус» в Мэдисон-парке, известной в Сиэтле, Кобейн провел свой последний вечер. 3 апреля 1994 года, несмотря на прохладу, он и его друзья ужинали на улице, заказав десерт с бананом и ромом, после чего отправились на фильм «Пианино». А после, через 5 дней, 8 апреля, тело Кобейна было обнаружено в его доме. По данным журнала Rolling Stone, рядом с ним нашли дробовик и предсмертную записку. Отчет вскрытия показал, что в его крови были героин и валиум, а в желудке остатки пива и больше ничего. Кобейн скончался за несколько дней до находки. Ему было всего 27 лет. Ну и раз я начал про великих музыкантов, то просто обязан рассказать про Джимми Хендрикса. Он смешал блюз и рок с уникальной гитарной техникой. Это привело к созданию новаторского и психоделического звука, который покорил сердца целого мира, а его выступление на Вудстоке, где он зажег свою гитару, стало легендарным. Последние часы Хендрикса были насыщены событиями. После вечеринки, устроенной Майклом Несмитом из Манкис в Лондоне, где он выпил много красного вина, Хендрикс вернулся в свою комнату в отеле «Самарканд», где остановился с Моникой Даннеман, его предполагаемой невестой. Там он съел сэндвич с тунцом и принял 9 таблеток снотворного, что во много раз превышало норму. После длительного разговора с Моникой Хендрикс уснул, а вот утром его нашли бездыханным. Попытка его организма избавиться от передозировки через рвоту привела к трагической гибели музыканта от удушья. Ему тоже было всего 27 лет. Жосей Дуэйн Онфрой, широко известный как Экстентасьон, родился в бедной семье в Плантейшн, Флорида. Музыка вошла в жизнь Онфроя с младших классов, начиная с участия в церковном хоре, из которого его выгнали за драку. В подростковом возрасте он попробовал себя в игре на пианино и гитаре.
увлекся различными музыкальными жанрами. Вопреки трудностям, с которыми столкнулся Анфрой, включая уголовные дела и конфликты, его музыкальное творчество оставалось искренним и самобытным. Трагическая смерть Экстентасьон произошла 18 июня 2018 года, когда он был убит у входа из мотосалона в Южной Флориде. Парню было всего 20 лет. Незадолго до этого рэпер успел перекусить только креветками с лимонным соком. Хотя это трудно назвать последним ужином в полной мере. Элвис Пресли, прозванный королем рок-н-ролла, стал символом музыкальной революции, своими песнями и уникальным стилем поразив весь мир. К 70-м годам он уже стал легендой, регулярно устраивая великолепные шоу в Лас-Вегасе и проживая в своем знаменитом доме Грейсленд в Мемфисе. К лету 1977 года Пресли серьезно прибавил в весе, достигнув 120 килограмм. Перед предстоящим туром ему назначили строгую диету. Однако его любовь к сладкому, в частности к мороженому с горячей помадкой, не угасала. И тут я его отлично понимаю. Затем 16 августа он снова позволил себе эту сладкую слабость, хотя персонал и ограничил его порцию. В ту ночь, не в силах заснуть и страдая от проблем с пищеварением, Элвис отправился в ванную с книгой, надеясь расслабиться. Там его настиг сердечный приступ. Его спутница, Джинджер Олден, обнаружила его без сознания на полу. Несмотря на попытки врачей спасти его в больнице, Элвис Пресли был объявлен мертвым в возрасте 42 лет, оставив после себя наследие, которое продолжает жить и по сей день. В 1969 году мир впервые услышал имя Майкла Джексона, когда 11-летний мальчик стал лицом группы Jackson 5. Пройдя путь от детской звезды до солиста, к концу 70-х Джексон уже был на вершине музыкального Олимпа, а его альбом «Триллер» 1982 года укрепил его статус самого популярного поп-исполнителя в мире. 24 июня 2009 года в преддверии концерта Джексон попросил своего шеф-повара приготовить ему легкую, но питательную еду. В меню вошли обжаренный тунец ахи, свежий салат и напитки из апельсинового и морковного сока. После напряженного дня Джексон вернулся домой и столкнулся с новой проблемой – бессонницей. Его врач, Конрад Мюррей, пытался помочь ему уснуть, вводя сильнодействующие препараты. На следующее утро, 25 июня, несмотря на все усилия, Джексон так и не смог заснуть. И Мюррей решил ввести пропофол – мощный анестетик. Спустя всего 2 минуты после введения препарата Джексон перестал дышать. Несмотря на все попытки врача, парамедиков и медицинского персонала Калифорнийского университета, вернуть его к жизни не удалось. А вы знали, что Мэрилин Монро – это лишь псевдоним? А какое настоящее имя? Норма Джин Мортенсон родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе. Она с ранних лет столкнулась с жизненными трудностями. Будучи вынужденной из-за финансовых проблем матери провести детство в приюте, Норма нашла спасение в мире искусства. В 1944 году она начала карьеру модели и вскоре сменила имя на Мэрилин Монро, под которым вошла в историю кинематографа. Монро была не просто актрисой. Она стала настоящим секс-символом того времени, завоевав сердца миллионов. Однако за ярким образом скрывались личные драмы. Депрессия, здоровье и неудачи в личной жизни мучили ее на протяжении всей жизни. Кульминацией ее трагической судьбы стала преждевременная смерть в 1962 году от передозировки медикаментов. Как показало вскрытие, девушка несколько дней толком ничего не ела. В желудке были только остатки алкоголя и ее любимого просекко. Ну и куда без старины Фредди. В 70-е и 80-е годы группа Queen занимала вершины мировых музыкальных рейтингов, привлекая миллионы поклонников на свои концерты. Уникальность звучания группы была обеспечена благодаря неповторимому голосу Фредди Меркьюри, способного с одинаковым мастерством исполнить как эмоциональные баллады, так и зажигательные рок-хиты. Чего только стоит его «Богемская рапсодия», но 23 ноября 1991 года мир потрясла новость от самого Фредди Меркьюри. Через пресс-релиз он сообщил, что болен СПИДом и находится на последней стадии болезни. Неожиданно, да? Спустя всего сутки после этого заявления Фредди Меркьюри скончался.
В свои последние часы жизни, лежа на смертном одре, он пытался насладиться вкусом манго, поданного его партнером по постели Джимом Хаттоном, но из-за трудностей с глотанием чуть не подавился. Фредди Меркьюри ушел из жизни в возрасте 45 лет, оставив после себя наследие, которое продолжает вдохновлять и сегодня. Хит Леджер, лучший Джокер во вселенной Бэтмена, скончался 22 января 2008 года в возрасте всего 28 лет. Причиной его смерти стала интоксикация, вызванная употреблением чрезмерного количества снотворного в сочетании с антидепрессантами. По результатам вскрытия было установлено, что смерть наступила из-за случайной передозировки рецептурных лекарств. В последние годы своей жизни Леджер вел напряженный образ жизни и страдал от бессонницы, для снятия симптомов которой и принимал медикаменты. Существует предположение о самоубийстве, однако близкие и родственники актера настаивают на том, что Хит был полон планов на будущее и не собирался покидать этот мир добровольно. Перед смертью он успел поужинать ризотто с колбасками, после чего попытался лечь спать. Но давайте немного отойдем от рок-музыки, и я вам расскажу про настоящую легенду олдскульного рэпа. 7 сентября 1996 года стало роковым днем для мира рэп-музыки. Тупак Шакур был серьезно ранен в результате стрельбы и скончался через несколько дней. Тупак и Шуга Найт пришли на боксерский бой Майка Тайсона в MGM Grand, где произошла драка с Орландо Андерсоном из враждующей парням группировки. Позже, по пути в клуб, автомобиль, в котором находились Тупак и Найт, был обстрелян из Кадиллака. В тот день легендарный хип-хоп-исполнитель перекусил лишь макаронами с сыром и порцией куриных ножек. Вряд ли это можно назвать лучшим прощальным ужином. Ну и куда без любимицы всей Англии? В ночь своей смерти принцесса Диана находилась в Париже со своим спутником Доди Файедом. После ужина в ресторане отеля Ритц, где она заказывала камбалу по-дуврски, овощную темпуру и омлет с грибами и спаржей, Диана стала жертвой автокатастрофы. Даррен О'Грейди, бывший шеф-повар королевской семьи, поделился, что такие блюда были типичны для диеты Дианы. Она ценила простоту и здоровье в еде, часто выбирая блюда с низким содержанием жиров. 26 января 2020 года стало последним днем в жизни знаменитого баскетболиста Коби Брайанта. С утра он посетил церковную службу, после чего отправил сообщение Шарифу О'Нилу и позвонил Леброну Джеймсу, поздравив его с достижением нового рекорда. Затем Коби вместе с дочерью Джианой и еще несколькими пассажирами отправился на вертолете на баскетбольные соревнования. Во время полета Брайант был на связи, в том числе написал о надежде на стипендию для Лекси Альтобели. Однако после 9:30 связь прервалась, и вскоре стало известно о крушении вертолета, в результате которого погибли все, кто находился на борту. Единственное, что легендарный баскетболист успел выпить с утра – протеиновый коктейль. Да уж. Лил Пип, настоящее имя Густав Ар, был известен своим открытым признанием в употреблении наркотиков и борьбе с депрессией, о чем он не раз говорил в своих песнях и социальных сетях. Он употреблял самые разные вещества, в том числе Ксанакс, и считал марихуану своим лекарством от депрессии. Его жизнь оборвалась перед концертом в Тусоне, штат Аризона, где он, предположительно, принял смертельную дозу поддельного Ксанакса с фентанилом. Густав был достаточно аскетичным в еде и в тот день успел только позавтракать в местной забегаловке 2 жареными яйцами с беконом и хэш-брауном. На 75-м году жизни смерть настигла легендарного Мохаммеда Али в больнице Феникса, где он проходил лечение от болезни Паркинсона. За несколько дней до гибели его госпитализировали с проблемами легких, и вскоре его состояние резко ухудшилось. Легендарный боксер Мохаммед Али скончался от септического шока, как заявили представители его семьи. По словам дочери Али, Ханны, его сердце продолжало биться еще 30 минут после того, как перестали работать другие органы. Этот факт она описала как доказательство необыкновенной силы духа и воли ее отца. Звучит безумно. Но еще более удивителен тот факт, что в течение нескольких десятков лет Мохаммед съедал по 6 яиц за раз каждое утро. Здорово, бандиты.
Трагедия в Кармадонском ущелье, произошедшая чуть более 20 лет назад, унесла жизни 125 человек, включая актера Сергея Бодрова-младшего. Попытки найти виновных в трагедии охватывали различные версии, включая даже возможное проклятие. Спасатели и ученые, однако, опирались на научные данные, указывая на естественные причины катастрофы, такие как пульсация ледника и глобальное потепление, которые и могли спровоцировать сход лавины. Поисковая операция продолжалась около 1,5 лет, но многие родственники до сих пор не могут смириться с потерей своих близких. Единственное, что доподлинно известно, что из провизии у группы были тен с щами и много сала с соленой селедкой. Скорее всего, это и было последнее, чем успел подкрепиться Сергей Бодров. Стив Джобс – это мой кумир, легенда мира технологий. Он привык следовать необычной диете еще со студенческих лет, опираясь на принципы, описанные в книге Фрэнсис Мурлаппе. Он также практиковал периоды голодания. В 2003 году во время медицинского обследования у Джобса обнаружили редкую форму рака поджелудочной железы. Вопреки рекомендациям врачей сразу же пройти операцию, он выбрал альтернативные методы лечения, включая диету на основе фруктовых соков и моркови. Операция была проведена лишь через 5 лет после диагноза. Жена Джобса, Лорен Пауэлл, пыталась внести изменения в его рацион, добавив в него белки, которых не было в его диете долгие годы. Но Стив был непреклонен. Он ушел из жизни 5 октября 2011 года в своем доме в Калифорнии из-за осложнений, связанных с заболеванием, которые в итоге привели к остановке дыхания. Доктор Рамзи Амер заявил, что решение Джобса отдать предпочтение альтернативному лечению и стало причиной его преждевременной смерти. Как вы понимаете, что успел, то и съел. Не всегда звезды питаются только изысканными блюдами. А если вам интересно продолжение, но с более экстравагантными звездами, подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх этому ролику. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. Пока!